Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. С вами ведьма Аграфена и мой канал Магии и Колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии подробно, об моих услугах. Это и любовная магия, и денежная магия, и решение вопросов с недоброжелателями, врагами, соперниками, наказание, чистки, защиты. Все это вы можете узнать на моем сайте. Перейти по шапке профиля, найти меня на Инстаграм, ТикТок, Телеграм-канал у меня есть, где более, скажем так, материалы, которые я не могу выложить, скажем, по правилам Ютуба. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю. Помним, что мы все зависим от внешних сил, от высших сил. Планеты, Солнце, Луна. Это очень сильно влияет на наше здоровье, на наши биоритмы. Каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Это самое очевидное, самое яркое, но не всеми замечаемое влияние. Также мы сегодня просмотрим в зависимости от знака зодиака неделя 11-17 октября. Так, начинается с рыбы. Что ходит, чем ходит рыба в эту неделю? Умеренность. Рыба ведет себя взвешенно, избегает крайностей и смотрит на окружающие ее события, на события своей жизни в таком вот здравом состоянии, взвешенном, продуманном. Сейчас посмотрим. Также, что входит через канал работа, звезда перевернута, какие-то туманные перспективы, звезда перевернутая говорит о том, что не что-то вам непонятно, что впереди, какая-то неясность. Говорится, да, темный лес и ни одной звезды. Какая-то непонятка, причем она касается какого-то длительного. Что же делать в перспективе? И вам кажется, вот на этой неделе будет состояние такое непонятного развития, да, куда же развиваться. Также это, если вы ищете работу, у вас какие-то собеседования, ну вот пока по этой звезде непонятно, что они там вообще. Вам надо определиться с долгосрочными какими-то планами по этой звезде, поменять их, что ли. Императрица перевернута, это ваше социальное окружение, давление со стороны, попытка вас контролировать. Вы можете избыточно контролировать окружающих как-то. То есть это карта, где вы всех обаять, всех проконтролировать, всем дать ценные указания, но у вас нет на это сил, у вас нет на это, не получается, потому что вы избыточное давление. Также это может стихия, которая против вас. Вот видите, старшие арканы сплошные пошли почему-то. Настолько вот эта структура внешних сил очень так жестко взялась за рыбу. И еще одна старшая аркан, ты посмотри. Состояние здоровья. Состояние здоровья говорит о том, что вы вошли в период, где чувствуете себя вот в каком-то трансе даже, да, где-то, что вас могут посетить какие-то перезагрузки сознания, в том числе какие-то трансовые состояния, какие-то странные сны. Вообще-то карта также риска или рискового изменения вашего состояния через ваш разум. Это, кстати, хорошее время скорее для того, чтобы пройти какое-нибудь очищение, голодание, какой-то нестандартный ход, типа укалывания. Все-таки карта перевернута, значит, это все-таки оправдает себя. Вообще карта интересная какая-то. 4 старших аркана пошло, и в том числе через здоровье идет вам, может быть, осознание каких-то внутренних возможностей. Тут, знаете, второе дыхание. О, еще одни сплошные старшие арканы. Личная жизнь, разъяснение темной непонятной ситуации, возможно, тяжелый разговор, либо вы в чем-то себе признаетесь наконец и расставите в неясной ситуации все точки над «и». Это может быть и ваше решение. То есть с этого дня я не готовлю борщ. Все.
Все, я занимаюсь духовным развитием, допустим. Также это какая-то очень серьезная внутренняя работа, но внутренняя работа, она вас к этому высшие силы прямо подводят за руки белые. Тут сплошные старшие арканы. Очень напряженная неделя в плане духовного переживания. Ну, конец недели все-таки, к счастью, хорошая карта, поддержка семьи, поддержка рода, поддержка ваших близких. И люди, встреча с людьми, которые, с которыми есть о чем поговорить, у вас много общего, вы расслабляете, знаете этих людей давно. Также это может быть и любовная встреча, приятная, нежная, такая вот в такой вот приятной дружеской обстановке. Или это любовь, нежная, любовь, не та, которая бешеная страсть. Это то, чем человек спокойно наслаждается. Ох, у рыб такая волна накрыла. Ищите внутренние резервы для того, чтобы определиться с какими-то своими планами, да, причем еле сдерживает, да, держите меня семеро, рыба. Что-то рыба такой к звездам рвется. Дальше. Это что такое? Прямо старший аркан. Это Овен у нас. Овен, возможно, вышел. Это карта выхода из неясности, выхода из депрессии, выхода из бессонницы. Мутное стало явным. Вы вышли из некой неопределенной ситуации. Сейчас посмотрим. Видите, такой лунарий. Уник. Так, у нас Овен. О, Паша, опять старший аркан. Что там у нас? У нас когда прям какая-то новая волна пошла всех. Старший аркан отшельник на работе. Также очень созвучен с Луною. Многие вещи вам откроются, какие-то важные. То, что скрыто, мешало, тормозило, вот оно у вас поперло. Вы проявятся, может быть, люди, клиенты, информация, которая вам так нужна, которая скрывалась. Также хорошая карта для тех, кто занимается, собственно, тайнами людей. Это детективы, это тарологи, это люди, которые занимаются исследованием, анализами. Все это вам, наконец, найдете какую-то ошибку или найдете важную, нужную информацию. Ваш социум, тройка кубков. Неприятная встреча, в которой вас попытаются задвинуть ваши интересы. Тройка кубков. Ну, это скорее не деловая. Максимум это может быть встреча с каким-то терапевтом. Также это встреча типа тусовки, мероприятия. Ну, по тройке кубков вам это неприятно будет. Потому что люди вокруг вас будут те, которые вам не созвучны. Вот так вот. Не ходите туда, ну вы нафиг. О, здоровье. Так, тут какая-то хроника. Слушайте, Овен слишком предан работе. Так, видите, все показывает Луна. Что тут идет старая хроника. Она вас точит давно, а вы на нее не обращаете внимания. Определитесь со своим здоровьем, потому что понятно, что вам и тусовки не в радость, и на работе туго идет. То есть серьезное указание на вашу старую рану, на вашу какую-то хронику, которая достаточно опасна, вы не подзабыли. Вот она даст о себе знать. Личная жизнь, отсутствие каких-либо активных действий. С одной стороны, вы прячетесь от этих вопросов, которые надо решать как-то не так. Прям не Овен, а какой-то у нас. Прям не Овен. Ухожу, не решаю, избегаю. Чувствую, что там. Не хочу брать под контроль, под ответственность. Одним словом, ну, тут вот с энергетикой очень сильный пробой тут. Какие тут личности лишают. Так, и конец, тройка пентаклей. Перевернуто, ошибочное известие. Искаженная информация. Человек, к которому вы обращаетесь, подводит вас. То есть не рассчитывайте на человека. То, что он вам говорит, передает, это ошибка, либо осознанно, либо вот человек намеренно вам испорченный телефон какой-то привносит.
также знание или информация, которая к вам придет, она может быть, не может быть, она ошибочная. По работе. То есть явно, что тут у овнов больше период, где вам залечь на дно. Вот она карта. Все идет от здоровья. Куда тут что? Все идет от здоровья. Не может ничего не тянет, не тянет. Потому что здоровье важнее всего. Потом уже все остальное. Телец. Тельцы получают свои закономерные прибыли, покупочки, вложения успешные. По работе скучно, надоело одно и то же, и оно как бы нет ухудшения, но все, что происходит на работе, вам скучно и неинтересно. Нет подъема, но нет и спада, скорее вы пресыщены вот тем, что с вами. Также, если вы ищете какую-то работу, у вас будут предложения, но видите, он так даже отворачивается. То есть вам хотелось бы развития, а оно одно и то же. Для ищущих, для соискателей есть предложения, но вот они вас не радуют. О, какая-то интересная встреча, социум, это ваш друг, знакомство, это какая-то приятная компания, приятная беседа. Для одиноких женщин это любовник, может, любовное знакомство где-то в гостях, в каком-то кругу, в каком-то, может быть, обществе. Такой вот король кубков идет. О, еще ну это всадник жезлов, это скорее сам Овен, особенно если вы мужчина. Также это хорошее состояние здоровья, бодрое, даже может быть импульсивно бодрое. Всадник жезлов еще указывает на то, что не стоит. Ну, тут скорее легкие какие-то травмы, потому что вы торопитесь, вы бодры, вы активны. Кстати, хорошая карта для соревнований, для победы, особенно если это там нужна скорость, проплыть, пробежать быстрее всех, что-то вот так вот. Хорошая, по сути, физическая карта, но в этой активности можно что-то там себе повредить. Несерьезно. Вообще, какая карта в любом случае улучшения такого импульсивного. По личному. Тут, во-первых, нападало мужских фигур, просто уже 3 штуки. Да, кстати, вмешательство какое-то, которое быстро даст вам эффект. Также эта фигура может значить здоровье. А это в личной жизни много узнаете о своем партнере, если у вас отношения. То есть полезут какие-то новости, информация, которая раньше скрывалась, может быть намеренно, особенно для тех, кто в новых отношениях. Человек покажет себя с другой стороны, либо сам проговорится о себе. Какой на самом деле отшельник-то? На самом деле это все там двойное дно. Ну, вообще это может быть для совсем для одиноких, это и знакомство может быть с таким отшельником как раз наоборот, который себя не показывает вот таким вот хитрым, загадочным, а вот он показывает себя веселым затейником. Но имейте в виду, что это отшельник все-таки. Просто он перевернулся на какой-то момент. Ну, такая интересная вообще карта. Отшельники, тайные. Также это может... Хорошо обратиться к эзотерику именно за каким-то любовным вопросом. И какое-то воспоминание, грусть, печаль, что-то тельцу тут хочется удалиться, что-то вас посетят воспоминания. Поскольку тут их очень много, этих товарищей. Особенно вот этот отшельник. Кстати, может проявить себя какой-то человек или информация прийти про бывшего, которого вы давно забыли. Польется эта информация. С этим связаны такие воспоминания, как это все было когда-то. Вот такая вот. Начали с денег, ушли в любовь. Близнецы. Близнецы. Опа-на. Близнецы. Ну, очень интересно. Вообще через все карты вот эта неделя идет прям перезагрузка.
Белые карты, много старших арканов почти в каждом знаке. Значит, Близнецов идет повышенный интерес к эзотерике, к новым каким-то энергиям, может быть, какие-то трансовые состояния, тяга к таким состояниям. Сейчас интересно посмотрим. Как раз время загадывать какие-то желания. В этот момент очень хорошо созидание идет по белой карте. В работе новое начинание, новый интерес. Если у вас есть дело, которое раньше не получалось, вы можете начать его на этой неделе еще раз. Оно принесет, наконец, свои плоды. Что-то вы откладывали. И вот подошло время, в этот раз все будет по-другому. Так, дальше. Социум, то есть налажена, спокойная, однообразная жизнь, без эксцессов, то есть это по каким-то правилам все это течет. Ваши родственники, возможно, которые требуют помощи или какие-то расходы, но они идут стабильно, одинаково, без изменений. Тут нет никаких скучная, равномерная такая вот отношение чаще всего на таких материальной какой-то основе, да, там что-то кому-то потихонечку даете, получаете от этого социума то, что вам нужно, стабильность. Если вы ждете каких-то ответов от государственных органов, получите ожидаемое, без всяких приключений. Черный, белый. Так, здоровье близнецов, черная карта. Кто меня знает, я гадаю и черную, белую использую. Ну, вот так уже у близнецов получилось, и черная, белая. Это говорит о том, о каком-то очень сильном перепаде в энергетике. Причем черная карта у нас упала на здоровье. Будьте осторожны, если вы используете какие-то нетрадиционные практики, пытаетесь перезагрузить организм. Это какие-то голодания, иглоукалывания, может быть, это медитации, которые могут слишком сильно повлиять на вас и на вашу жизнь. Хотя белая карта, что все благополучно закончится, ваши планы осуществлятся. Все-таки я считаю, что белая карта сильнее. Вау, любовь. Слушайте, ну, близнецы взялись, конечно, интересно. Кстати, магические практики по оздоровлению, всякие перезагрузки судьбы. Или почувствуйте, или проводите на этой неделе ритуалы, кто интересуется. Любовь, взаимная любовь, вас посетит чувство приятное, встреча, если вы одинока, если у вас уже есть отношения, улучшение отношений, прям изобилие в чувствах. Вы друг другу очень нравитесь. То есть тут такая интересная полоса пошла, да, вы как перешли на новый виток. Тут прям такая подпитка из ниоткуда. Прямо из черной, из белой. То есть из кризиса в первую очередь восстанавливается зона вот это, отношения по направлению. Тут денежки. То есть и с другой стороны есть вопрос нерешенный, материальный. Вы ищете, как его решить. Любовь, видите, это хорошо, конечно, при загрузке хорошо. Пока этот материальный вопрос вас очень тревожит, грубо говоря, так. Тревожит. Перезагружайтесь. Дальше интересно. Попытка заново, кстати, в работе по-другому пройдет. То есть не даром. Не даром. У вас какие-то знаки, может быть, мистика. Вообще черная белая карта в одном раскладе очень давно мне не падала. Очень такой напряженный энергетический период. И не бойтесь, черная, да, все-таки белая, я всегда считаю, что она все-таки покрывает. Из ниоткуда решение, да. Еще одна черная карта, ты посмотри. Что за неделя такая? Раки. Раки. На раков что-то наваливается из ниоткуда. А раки у нас достаточно такой знак депрессивный, любят уходить в себя, надумывать. Тем не менее, еще черная карта подкидывает вам грусть и печали. По работе, суд. Решение в вашу пользу.
уже старший аркан, то есть тут все четко. Решение старого вопроса, причем в хорошем смысле. Официальное оформление, также там хорошо переходить, переход, если вы там, допустим, работали неофициально, оформиться и так далее. Хорошая карта, серьезно, особенно для тех, кто, собственно, в зоне работает в том же суде, с теми же юридическими системами, в системе каких-то проверок. Хорошая карта. Верховная жрица перевернута. Тайны, интриги, расследования. Старший аркан пошел третий уже. Так, ваш социум, вы узнаете какие-то темные стороны окружающих, посыплются на вас. Или так сказать, покажут, кто есть кто. Скорее это окажется много нового, вы узнаете, ну, о личной жизни, что ли. Также карта хорошая для тех, кто хочет узнать тайны окружающих. Или вам поведают эту тайну, то есть вам начнут рассказывать, что и как. Также это тайны могут касаться ваших окружающих, которые магичат. Ну, кстати, хорошая карта пойти к какой-то ведьме, вы узнаете много, вам откроется важной информации. По сути, кстати, да, старые непонятки какие-то. Вот, кстати, черная карта. Вот в данном случае рак не надумывает. Тут действительно очутился в какой-то полосе, да. Ему надо срочно что-то выяснять, делать. Так, по состоянию это больше умственное такое, да, состояние, что-то, предчувствия какие-то, с которыми вы попытаетесь разобраться и разберетесь. А состояние здоровья хорошее. Вестник жезла, у вас могут периодически что-то, какая-то импульсы, побегать, попрыгать. Тут абсолютно ничего такого опасного нет. Единственное, что не стоит торопиться. Все наши огненные карты, вестники, это попытка да, слишком быстро, слишком импульсивно действовать. По сути, тут единственное, что если у вас перед этим какое-то сложное, тяжелое заболевание, какие-то проблемы со здоровьем, вестник жезлов характеризует то, что, ну, пока серьезных изменений нет. Хотя человек будет то лучше, то хуже быть. Выходить из этого как-то так импульсивно. Все-таки тут огонь. Справедливость. Опять старший аркан. Ты посмотри, в каждом раскладе сплошные старшие расклады. Справедливость. Ну, это вы в личной жизни, вот ваша личная жизнь происходит по справедливости для вас. Вот как вы планировали, как вы рассуждали, к тому вы и придете. То есть на этой неделе, кстати, хорошо провести какой-нибудь рекомендательный обзор со своим партнером, как вы считаете, чтобы это было, как вам нужно. Кстати, справедливость — это и узаконить отношения, в эту сторону можно беседовать. Это решится так, как вам надо. Потому что вы подходите к этому, ну, взвешенно, что ли. Вы долго взвешивали, наконец решили. Решение это будет правильным. Также это может быть решение что-то в спокойном состоянии, взвешенном. Хотя тут для начала отношений, ну, не очень карта, она не говорит о чувствах, скорее о взвешенном, разумном подходе и каком-то серьезном решении. О, еще один. Верховный жрец, верховная жрица. Ну, все. Знаете, это сожительство. Вообще-то карта больше все-таки у меня относится к личной жизни. Это решение там, в совместном проживании, решение о совместном быте. К чему черная карта тут выпала, видите? Выяснение тут больше всего уходит в личное. Все-таки и здоровье, и работа, все оно как-то ровно, спокойно. А вот эти карты все-таки идут о том, что ваша личная жизнь планируется серьезные отношения, причем вы как-то эмоционально не включаетесь в это. Вы так приняли решение разумное, взвешенное, и решение по личной жизни также пришло. Хотя оно вам удалось вот как-то через опасения, какой-то непонятный туман в голове. Так.
ваша Левушки, Левушки, Галушки. Левушка недовольный, мало денег, мало наслаждений, мало оценят вас. Но он же лев, он же лев, он же прекрасен. Ой, что, вот эта шестерка пентаклей, это не уровень льва, да. Всего мало, хочу больше. А больше приходится работать. Завалили работой, хотя и денежка вроде бы куется, но вы считаете, что больше работы, чем денег. Ну вот она песня. Наша песня хороша. У львы также, кто ищет работу, вам предложат работу. Но это такой какой-то геморрой. Деньги вы там, конечно, будете зарабатывать, но геморрой там будет ой-ой-ой. Ковать и ковать. Также это может быть подработка. Вот, кстати, в качестве подработки не очень хорошая карта. То ли вы ему не потянете эту подработку, то ли она не оплачивается так, как вы думаете. Зато то, что любит лев, лев у нас социальный, очень любит блистать. Праздник, попадете на праздник, это может быть общественное мероприятие, где вы успешно проблистаете всеми вашими прекрасными перьями, всей своей гривой, всей своей огненной сущностью. Это также свадьба, день рождения. Насладитесь по полной этим праздником. Также это счастливое может быть начало знакомства какого-то, любовное отношение для одиноких. Вот так прям познакомитесь с кем-то. Мир хорошая карта для здоровья, за исключением тех, кто находится совсем, у кого там крайнее состояние, это скорее уже карта ухода запланирован. Для остальных, у кого нет таких показаний, что вы не находитесь в какой-то тяжелой терминальной там стадии, что все вам уже плохо, это карта медленного выздоровления. Спокойно. Также карта говорит о том, что вы можете смело отправляться в дальнюю поездку. Все, что связано с поездкой, там, все это пройдет. Что у нас в поездке нападает? Там, тошнота, рвота, пищеварение, да, ну это все будет в порядке. То есть вы можете спокойненько ехать. Все пройдет тихо, все пройдет мирно. Отправляйтесь. Так, а вот тут личная жизнь, все-таки разборки, несправедливость. Справедливость перевернута. Разборка, что-то, кто прав, кто виноват. Причем лев всегда не считает, что его не оценили, недооценили. Он такой прекрасный, замечательный. Хотя вы можете также нарубить дров. Видите, у нас и меч такой. И помним, что карта перевернута. Несправедливость, это может быть и ваша. Ну, зря вы. Зря вы. И что, конец недели. Все, ну, разборки в личном, видите. Лев так хорошо проблистал, устал на работе. Да, и вот его он считает, что ну, к нему несправедливы в личной жизни, но он такой ведь терпеливый, пушистый, лишь пушистая. Также для начала каких-то новых отношений, пока нет, тут максимум может знакомство быть на каком-то празднике, пока у вас есть какой-то очень жесткая позиция в этих личных отношениях, где вы так непримиримо прям себя ведете, прям такой суд. В общем, помним, что это все-таки расклад у нас индивидуальный надо делать, что такое интересное у львов в личной жизни. А с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.